Многие задаются вопросом, а есть ли на самом деле простой, быстрый и точный способ установки маяков на стену? Вкратце да. Друзья, всем привет, с вами Станислав Лебецкий и это канал о ремонте и отделке. И в этом ролике я разберу этот вопрос максимально подробно и детально. Приятного вам просмотра! Сейчас вы увидите цветочки, и это уже подготовленные стены для дальнейших работ. А вот что здесь происходило до меня и для понимания, где мне предстоит немного поработать и сделать ремонт. Сильно не смейтесь, но такова реальность. Ну что, индюшки, пакуем чемоданы, вы переезжаете. Итак, друзья, ранее на канале я показывал один из способов установки маяков на стену. Способ на самом деле рабочий, точный, но есть небольшая проблема. Очень шумный и требует много дополнительного инструмента, таких как пылесос, шуруповерт, перфоратор, и естественно не каждый может себе это позволить. Поэтому в этом же ролике я покажу самый легкий, точный и бесшумный способ установки маяков на стену и небольшой процесс оштукатуривания. А вот для квартир этот способ на самом деле актуальный в наше время, так как в начале тут очень все было печально, поэтому расскажу вкратце о этапах подготовки. Счистив алмазной чашкой масляную краску, цементная штукатурка оказалась крепкая и без отслоений, но с небольшими трещинами. Поэтому я все затянул сеткой с плиточным клеем и сделал борозды гребенкой для лучшего сцепления гипсовой штукатурной смеси с основания. Да, и еще заменил проводку. Вывел новые розетки для электрических радиаторов отопления, для ТВ, сплит-системы, выключателя освещения и там, где еще нужно было заказчику. А спустя нескольких месяцев я продолжил ремонт. Поэтому после застывания и полного набора прочности плиточного клея, перед установкой маяков и оштукатуриванием стен, необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Удобнее всего наносить грунтовку на такие основания при помощи садового распылителя. Так точно грунтовка проникнет в каждую щель и заполнит ее. Но единственный минус распылителя – грунтовка попадает на пол. Поэтому если у вас стяжка пола или уже чистовое напольное покрытие, как это иногда бывает, рекомендую чем-нибудь укрыть, чтобы не испортить. У меня же старый линолеум, который в дальнейшем подлежит замене, поэтому я не запариваюсь по данному факту. В общем, грунтую разом все и да, до установки маяков, так как я не буду ничего сверлить и пылить в дальнейшем. Единственное, нужно не перебарщивать с грунтовкой, чтобы не образовалась пленка, которая повлияет на качество штукатуренной поверхности. Поэтому грунтовку наношу в один слой, и она же нужна всего лишь для того, чтобы выровнять или распределить впитывающую способность поверхности. А за этим следует предотвращение преждевременного высыхания штукатурки, ну и по цепочке дальнейшего образования трещин. Ну а после грунтовки стен делаю небольшую паузу, несколько часов, чтобы грунтовка немного высохла и проветрилось помещение. Хотя в большинстве случаев я оставляю на проветривание ориентировочно на сутки. Далее приступаю к разметке для будущей установки маяков. Отступаю от углов около 15 или 20 см и ставлю метки. А затем промеряю середину и расставляю метки для остальных. В среднем между маяками делаю расстояние около 1 метра, плюс-минус 10-15 см. У меня же получилось на этой стене 90 см между маяками. И получилось всего 4 маяка. Затем по этим меткам черчу вертикальные линии по уровню при помощи длинного правила и уровня. Так просто удобнее нарезать маяки по высоте, особенно если потолки и пол неровные. Ну и также удобно накидывать ляпы и устанавливать маяки. На одной стене не останавливаюсь, продолжаю на других. Все последовательно. Происходит это так. Промерил, расчертил, нарезал, приморозил и оштукатурил. Все четко и последовательно. Способ рабочий и надежный, как швейцарские часы. Единственное, попадаются такие места, как у меня перед оконным проемом. Для двух маяков получается большое расстояние между ними, несмотря на то, что и правило есть такой длины. Но широкие полосы неудобно оштукатуривать и в дальнейшем подрезать. Я же выбираю вариант из 3 маяков вместо 2. Пускай будет 2 полосы, но уже. Как по мне, так удобнее работать. И аналогичная ситуация далее, между оконными проемами. Добавляю еще один маяк посередине. Маяки я приобрел задолго заранее, маяки оцинкованные толщиной 6 мм. Так как пол и потолки немного не в уровне, то промеряю от пола до потолка каждое место установки и нарезаю маяки нужной длины. Делаю на 5 мм короче, чем общая высота, чтобы при установке маячки нигде не цеплялись. Ну а если нет болгарки, не беда.
Лишнее легко можно отрезать ножницами по металлу. Подготовив каждый маяк, я расставляю по своим местам, чтобы не забыть, где и какой с какого места. А после полной подготовки маяков для всех стен, складываю один за другим последовательно от угла до угла и убираю в сторону, чтобы не мешались. Итак, главный вопрос: что дальше? А дальше нужно проверить стену на завалы и найти все выпирающие места, от которых нужно будет отталкиваться. Если поставить лазерный осипостроитель максимально плотно к стене, то за счет крышки луч все равно будет на небольшом расстоянии от стены. И промерить, или скажу так, просветить стену, к сожалению, не получится. Это работает только если сильно завален верх или низ вовнутрь помещения. Тогда все получится. В случае, если низ завален, то тогда осипостроитель нужно устанавливать не внизу, а вверху. Также можно было просто промерить, если был бы дверной или оконный проем, куда можно утопить лазерный осипостроитель. У меня же сплошная стена и не одна такая, с минимальными отклонениями по вертикали, так как большую часть я выровнял на первых этапах шлифовки алмазной чашкой. Что делать в таком случае? Берем правило по высоте, равное помещению. У меня же чуть короче. Наклеиваю скотч как снизу, так и сверху. Скотч желательно брать более-менее хороший и липкий, чтобы в процессе работ он не отклеился. Ну а затем беру и ставлю две метки. Одна 26 мм, другая 20 мм от края правила. Главное не запутаться, с какой стороны. Нужно отступать от плоского торца, а не от острого. По первой метке, которая 26 мм, я буду искать нулевую точку на стене. Это, так скажем, стартовая точка маяка. А по второй, которая 20 мм, я уже буду фиксировать маяк 6 мм. Аналогично ставлю метки и на другом конце правила. И также приклеиваю полоски скотча по углам по полу. Да, везде получается скотч, просто потому что по нем удобно ставить метки. И бывает такое, что в поисках нулевых точек на выходе весь скотч в метках. Но зато потом можно легко заменить и поставить уже точные финишные метки. Далее максимально прижимаю лазерный осипостроитель к стене и проверяю один из углов. Нахожу самую выпирающую или заваленную точку вовнутрь помещения. И по этой точке ставлю первую метку по полу. К вашему вниманию, в этом углу завален верх внутрь помещения. Аналогично со вторым углом, но тут скотча не хватило. Точнее, не доклеил до конца, потому что завален низ. Поэтому сразу от луча отступаю 26 мм и ставлю метку. Возвращаюсь к первому углу и делаю то же самое, но только отступаю уже от метки, которую я поставил ранее. Эти метки еще не окончательные, а стартовые, но после проверки могут быть и окончательные. Далее совмещаю луч в углах по вторым меткам от стены. Теперь беру размеченное правило и выставляю по лучу и по второй метке на правиле, которая 26 мм. Таким образом я проверяю стену на завалы и далее возможность установки маяка. Естественно, в левом углу сразу видно. Тут еще есть место и нужно смещать метку на полу ближе к стене. Но не спешим, сначала нужно проверить всю стену до конца. Проверяю середину, и тут тоже еще есть место на втором и третьем маяке. А вот в углу справа уже минимальный слой и правило практически вплотную к стене. Значит, можно смещать метку в углу слева ближе к стене. И таким методом, двигая метками в углах на полу, я нашел идеальный самый минимальный слой. Но перебарщивать не нужно, оставлять нужно немного расстояния, чтобы усадить маяк на смесь. В итоге метку справа я не трогал, так как тут минимальный слой, а немного сместил метку слева ближе к стене. В среднем у меня слой получился, если брать от верхней точки гребня и с учетом толщины маяка, от 8 до 20 мм. Если стены все-таки сильно кривые, то нужно проверять не только в местах установки маяков, а еще и между ними. Таким способом проверил все стены, нарисовал метки, от которых я и буду отталкиваться далее. И теперь можно приступать к установке маяков. Задачи сделать прямые углы не было, нужно сделать просто минимальный слой. Чтобы зафиксировать или приморозить маячки, замешиваю немного гипсовой штукатурки, той же, чем и буду оштукатуривать. Если слой получается минимальный, то замешиваю по инструкции. Если был бы толстый, то делаю смесь немного гуще, чтобы уменьшить усадку смеси при высыхании. Приступаю к установке. Друзья, если вы в поиске хороших инструментов, а именно инструмент для выполнения сложных задач, таких как сверление отверстий больших диаметров в бетоне, железобетоне, кирпиче, то я могу вам порекомендовать алмазную установку KEOS KS350GZ. Такой инструмент нужен всегда под рукой, особенно при прокладке инженерных коммуникаций. В комплект входит мощный двигатель 3200 Вт с механической и электронной защитой.
Помимо трехскоростного редуктора есть электронная регулировка оборотов, так как для разных диаметров коронок требуются свои обороты. Максимальный диаметр сверления до 350 мм. Ну и куда же без дисплея, где отображаются все необходимые данные, даже часы наработки для своевременного обслуживания. А над дисплеем есть индикатор нагрузки. Для надежной фиксации к основанию есть штатив, не простой, а с возможностью изменения угла наклона. Также есть набор для крепления к основанию при помощи вакуума. Ну и есть разные ключи для сборки, установки и регулировки. Этой алмазной установкой я уже немного поработал. В целом доволен результатом. А более детально можно ознакомиться по ссылке в описании под этим роликом. Начинаю от угла, накидываю ляпы по линии на стене с расстоянием между ними около 20 см. И при этом луч осипостроителя светится и выставлен по меткам по полу на 26 мм. Тем самым на ляпах будет видно, если накидаете смеси слишком много. Но много не нужно, проще не докидывать до луча около 15 мм. Так меньше придется убирать лишнее. Затем подготовленный маяк выставляю по вертикальной линии на стене и немного прижимаю точечно, чтобы немного зафиксировать. А уже далее прижимаю, выставляю правилом. Внимательно наблюдаю за лучом и совмещаю с метками на правиле, а именно по метке в 20 мм, так как добавляется толщина маяка. Итак, маяк прижал, метки совместил. Аккуратно убираю правило и сразу подчищаю плоский торец от остатков штукатурки. Мыть не вариант, так как скотч отклеится. И промазываю маяк по обе стороны. Лишнее подрезаю и убираю. Главное, чтобы ляпы не торчали и не мешали в дальнейшем. В конечном итоге должны получиться небольшие холмики, на верхушках которых край маяка. А после подмазывания еще раз проверяю. Если все в уровне и по меткам, приступаю к следующему, второму, третьему и так далее, и такой же последовательности. Главное не трогать лазерный осипостроитель и периодически проверять, не сместился ли он. Все должно быть по своим местам до конца установки. Ну а конкретно на одной из стен, с которой работаете. Но это один из способов фиксации маяков, который отлично подходит для небольших объемов. А вот для больших объемов, конкретно если длинная стена, то можно фиксировать через один, а после подстывания крайних примораживать между ними. Ну и все, первые 4 маяка на месте. Убираю осипостроитель и точно таким же способом примораживаю маяки друг за другом на других стенах. Еще несколько секунд и все готово. Все маяки установлены. После нормального высыхания штукатурки можно приступать к оштукатуриванию стен. Как я говорил ранее, на некоторых стенах я двигал метки и в конечном итоге добавлял по пару миллиметров от стены, чтобы примораживать без проблем. После застывания штукатурных ляпухов перед оштукатуриванием обязательно нужно проверить правилом и почухать по маякам, чтобы ничего нигде не торчало и не мешало в дальнейшем. После прочухивания еще раз проверяю, насколько ровно получилось установить маяки. Хотя на самом деле я это сделал еще на этапе подстывания ляпов. В тот же день, а точнее ночь. В общем, благодаря такому простому способу все равно все получилось ровно и по уровню. Ничего нигде не просело и не выпирает. Можно приступать к нанесению и выравниванию стен гипсовой штукатуркой. Но тут мелочиться не стоит, замешиваю сразу весь мешок 30 кг. Замешивать рекомендую по инструкции. Сначала вода, затем сухая смесь, но не наоборот. И в обязательном порядке должна быть чистая емкость, как в начале работ, так и после каждого вырабатывания смеси. Кстати, кто-то давным-давно спрашивал у меня, можно ли наносить штукатурку ручного нанесения хоппер ковшом. Вот видеоответ для вас. Но и скажу так, не очень получается.
Хоппер ковшом получается наносить штукатурку для машинного нанесения, а если у кого-то получилось ручного, то дайте знать в комментариях. А я пока что руками поработаю, потому что это на самом деле остатки штукатурки с прошлого объекта для ручного нанесения. И ее нужно израсходовать, чтобы не везти обратно в магазин за полсотни километров. Итак, наносить штукатурную смесь начинаю от одного из углов, сверху вниз. Как по мне, так удобнее и меньше шансов заляпать уже штукатуренную поверхность. Хотя кому-то удобнее наоборот. В общем, на любителя. Как вы заметили, сначала я вмазываю смесь в основание, чтобы смесь заполнила все борозды. А затем накидываю остальное с небольшим запасом. Так точно не будет пустот и в дальнейшем отслоении. А чем точнее вы будете наносить раствор по толщине, тем легче будет подрезать лишнее правилом. И штукатурка не будет сползать, как это бывает на толстых слоях. В общем, накидал чуть больше метра и с небольшим запасом по толщине. Далее правилом разравниваю относительно маяков. Но не до идеала выгребаю, а делаю относительно хорошо. Если есть это небольшие неровности, то потом лучше подровняю на подрезке после подстывания. Кстати, также почему удобнее начинать сверху? Да потому что замешиваю целый замес сразу наверху. Вырабатываю ориентировочно до половины, затем полупустое корыто спускаю вниз. Так, наверное, меньше шансов надорвать спину и меньше тратишь сил. Особенно если работаешь один, а силы все еще нужны. И вот первая полоса почти готова. Немного не хватило до самого низа, и это один замес. Но подрезать еще рано, поэтому замешиваю новый замес и приступаю к третьей. Да, оштукатуриваю через одну. Так удобнее подрезать и не цепляешься постоянно за предыдущую полосу. Ну, о такой последовательности оштукатуривания я уже рассказывал ранее, поэтому особо нового тут ничего нет, просто мне этот способ нравится, получается всегда хорошо и всегда удобно так работать. Также приятно работать с качественной штукатуркой, а скажу заранее, в конце оштукатуривания меня ждал сюрприз, купленный у местных торгашей. Скоро увидите, в чем отличие подделки от оригинальной штукатурки. Ну и вот, выработав замес на третьей полосе, да, я не успел также ее закончить до конца. Новый замес я не делаю, потому что самое время подрезать первую полосу, чтобы потом было проще выровнять основание под дальнейшую отделку. А у меня же тут не обои, а покраска. Звучит как будто все так просто, но нет. Мне просто нужна ровная плоскость. Но в некоторых местах, конечно же, все равно есть небольшие неровности. Но далее будет такой вид работ, который все это исправит. Но об этом рассказывать буду уже в следующих роликах. Что касаемо подрезки, подрезка это такой этап, который нужно угадать по времени. И у каждой штукатурки время разное. Даже отличается от рекомендации на мешке. Где-то больше нужно времени, где-то меньше. Я же во время штукатуривания отключаю на время отопления и исключаю всевозможные сквозняки. Да, я заметил, что это все влияет. Выработав эту комбинацию по времени в самом начале, проще будет на следующих полосах. Разница до наступления подрезки на определенных участках всего лишь в нескольких минутах. И также зависит от толщины штукатурки. Ну что, первую подрезал, доделал низ на третий и приступил к пятой. Все так же через одну. Доделав до середины пятую, пришло время подрезать третью, затем продолжил дальше. Да, вот так вот скачешь туда-сюда и ловишь моменты, потому что если прозеваешь этот момент, то потом очень сложно подрезать. Но зато после первой ошибки и с первого раза приходит понимание, внимательность, что за всем процессом нужно следить. После таких уроков не получится забыть, что все нужно делать вовремя, где-то остановиться и переключиться с одного действия на другое. 3 полосы готово. Теперь заполняю остальные, вторая и четвертая. Но знаю точно, что доделав вторую, придет время подрезать пятую. В общем, как-то вот так в процессе ориентировочно контролирую все по времени. Одна стена приближается к финишу, теперь по идее нужно переключиться на вторую напротив. У меня же по счету на самом деле это уже вторая стена, потому что первые где окна я сделал ранее, и о ней я расскажу позже в следующих роликах. А после двух параллельных потом уже приступаю к перпендикулярным стенам, чтобы сформировать ровный внутренний угол. Все по тому же принципу, начинаю от одного из углов, и тут особо не разгонишься. С одного угла сразу перехожу на другой. Все это дело подрезаю и заполняю середину. Ну и собственно вот поэтому многие и не любят такие объемы. Вроде только начал, а уже нужно заканчивать.
Но вот в этом моменте меня ждал сюрприз. Мне не хватило штукатурки буквально несколько мешков. И я купил такую же штукатурку у местных продаванов. И похоже нарвался не на просрочку, а на подделку. Это ролик из будущего. И как вы можете заметить, у местных продаванов она гораздо светлее на всех этапах работ. И грунтовка подчеркнула это отличие. Работать с ней было гораздо хуже, как чистым гипсом. Так что остерегайтесь подделок. Продавцы, надеюсь, вы смотрите этот ролик и мотаете на ус, что так лучше не делать. Далее остается демонтировать маяки и заделать штробы. Можно просто выдернуть, но как вы видите, отрыв не очень аккуратный. А если прорезать вдоль и по обе стороны маяка, то демонтаж получается аккуратный, да и заделать такую штробу гораздо проще и быстрее, если речь идет о качестве заделки. Штробы заделываю по старинке, тщательно вдавливаю штукатурку, а затем накидываю небольшой слой, чуть больше, чем основная штукатурка, чтобы после усадки штукатурной смеси лишнее подрезать относительно основной плоскости. Тогда нету ям и проще шпатлевать в дальнейшем. Let's go. Ну что, друзья, ролик подошел к концу. Все получилось четко, ровно, аккуратненько и по уровню. Все как вы любите. А если ролик действительно был полезный, то я рекомендую подписаться на канал и поставить лайк. Ведь дальше вас ожидает еще много чего интересного. С удовольствием почитаю ваше мнение в комментариях. Скоро увидимся. Cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all.